Глава 114. После этой фразы сердце селяня наполнилось тяжестью на весь оставшийся путь. Они обменялись еще парой слов, но в ответах Хуачена так и чувствовалось: «Мне больше нечего сказать». Поэтому селянь не стал допытываться. Когда они добрались до монастыря водных каштанов, небо еще не просветлело. Открыв дверь, принц увидел, что все кухонные принадлежности идеально чистые и прибранные, Лан Ин, Гу Цзы и Ци Жун, накрытые одеялом, преспокойно спят. Видимо, пока селянь отлучился, за монастырем действительно кто-то присматривал, но уже незаметно покинул его. На этот раз по возвращении селяня ждала целая гора прошений. В монастырь водных каштанов никогда раньше не поступало такое количество молитв, и принц совсем не считал, что это заслуга того богатого купца, который помогал ему распространить добрую славу. Верно, купец из поселка, которому селянь оказал помощь в прошлый раз, наконец сдержал обещание и явился в монастырь. Вот только, даже придя сюда, он совершенно не заметил табличку, которую селянь поставил на самое видное место, а может, намеренно не захотел замечать. Также он не поднес столько благовоний и пожертвований, сколько обещал. В тот раз главной целью его визита стало вручение принцу почетного флага. Перед всеми старейшинами деревни он с большим энтузиазмом вручил селяню в руки вымпел, который принц без задней мысли развернул, а прочитав вышитую на нем надпись, тут же завернул обратно. И все же огромные иероглифы глубоко врезались в его память. Искусные руки возвращают плод. Проводив купца восвояси, принц вздохнул и подумал, что ему каждый день приходится переживать о том, что вскоре этот домишко рухнет. И неизвестно, выдастся ли возможность отремонтировать монастырь. Хуачен, опершись на дверь, кажется, понял причину его вздоха и сказал: «Я уже давным-давно говорил, ГГ, если тебе здесь живется неспокойно, ты ведь всегда можешь перебраться в другое место, и все». Селянь покачал головой: «Легко сказать, Сань Лан». «Куда же я могу перебраться?» Хуачен улыбнулся. «Может, переедешь в мои владения, и дело с концом». Селянь понимал, что он, должно быть, не просто так это говорит, но с той самой ночи, когда тот пошутил, в душе селяня залегла мрачная тень, и теперь, когда Хуачен снова говорил с тем же шутливым выражением лица, принц не решался больше необдуманно отвечать ему, поэтому лишь опустил голову и посмеялся. Что до вознесенных молитв, пускай в основном они сводились к «старушка-корова повредила ногу и не может помогать работать», «жена забеременела, и теперь в поле не хватает рук», и так далее, и тому подобное, все же, как ни крути, они тоже являлись молитвами, а ко всем молитвам последователей надлежит относиться одинаково добросовестно. Спустя пару дней селянь ответил на просьбы и отправился в деревню помочь высадить рис и вспахать землю. Хуачен, поскольку жил с ними, разумеется, тоже пошел с принцем поразвлечься немного. Селяню предстояла черная работа, поэтому сначала он не хотел брать Хуачена с собой в поле, но того было не переупрямить, и тогда они вместе, переодевшись в грубое платье, закатав рукава по локоть и штаны по колено, вышли на заливные рисовые поля. И если взглянуть издалека, то посреди огромного-преогромного, зеленого-призеленого заливного поля, из множества трудящихся тут и там крестьян особенно выделялись две фигуры. Даже простая холщовая одежда не могла скрыть и половины красоты Хуачена. Лучше даже сказать, что грубая ткань сильнее выделяла его прекрасное лицо и фигуру. Оба, и Хуачен, и принц, отличались белизной кожи, красивыми руками, длинными прямыми ногами, тем самым невольно становились ослепительно прекрасной картиной среди чумазых крестьян. Привыкшие смотреть на неотесанных мужиков в селянке тотчас же зарделись румянцем, не в силах унять сердце, пустившееся вскачь. Девушки то и дело поглядывали в сторону юношей, при этом сажая рис, отчего ростки торчали из воды кривой дугой вместо ровной линии, вызывая смех других работников. Бледность Хуачена казалась практически бескровной, тогда как сквозь белую кожу селяня просвечивал легкий румянец, и к тому же из-за его природных качеств, чем больше принц потел, тем сильнее его кожа походила на блестящий нефрит. Над их головами нещадно палило солнце, и селянь потрудился всего ничего, а уже стал бледным, как смесь для выпечки хлеба. Изнывая от жары,
Он то и дело вытирал капельки пота, струящиеся по шее. Но тут принц подумал о том, что ведь демоны, привыкшие обитать в прохладных, полных инскойцы местах, не любят находиться на солнце, так что Хуачену наверняка сейчас приходится еще тяжелее. Повернувшись к нему, принц убедился в своей догадке. Хуачен тоже неспешно выпрямился и посмотрел на селяня, щурясь и заслоняя глаза от солнца ладонью. Селянь подошел и водрузил ему на голову свою шляпу. «Вот, надень». Хуачен замер от неожиданности, но затем приподнял уголки глаз и заулыбался. «Хорошо». Несмотря на слова Хуачена о том, что он пошел в поле лишь ради забавы, трудился он гораздо быстрее принца, притом очень добросовестно, сознанием дела и сноровкой. Спустя час селянь закончил свою часть работы и уже чувствовал боль в спине. Выпрямившись, принц начал простукивать занемевшую поясницу, и тогда Хуачен подошел и вызвался помочь. Селянь глянул на его участок и с удивлением обнаружил, что тот всего за час незаметно управился с огромным фронтом работы, зеленые пучки посевного риса ровными рядами торчали из воды, радуя глаз. Принц вздохнул и от всей души произнес: «Сань Лан, тебе и правда удается все, чему бы ты ни научился. Не нужно мне помогать, посиди, отдохни, попей водички». И Хуачен отошел к краю поля за водой. Староста деревни, который наблюдал за ними уже довольно долго, поднял большой палец и обратился к селяню: «Дачжан, из какой семьи этот паренек? Он такой усердный, просто поразительно. Один заменит несколько десятков. Если какой девице повезет стать его возлюбленной, поистине счастье снизойдет на всю семью». Селянь так и прыснул со смеху, но вскоре к нему и правда подошли сразу несколько человек, которые потихоньку спросили: «Эй, Дачжан, а откуда этот паренек, что живет в твоем монастыре? Он женат?» «Женушки у него, наверное, еще нет, да точно нет». «Он же такой молоденький», селянь, не зная, как реагировать на их слова, ответил расплывчато: «Ну, он еще молод, так что пока о таком не задумывался». Те люди сразу заголосили: «Да куда же это годится? Он еще молодой, вот поэтому и надо скорее определяться. Дачжан, вы бы поговорили с ним, мужчине следует как можно раньше сделать выбор, только тогда он по-настоящему повзрослеет. Что бы ни делал, а семью надобно завести в первую очередь. Да, молодежь такая. В них полыхает пламя страсти. Одиночество для них нестерпимо, у всех этих крестьян дома были дочки, вот они и подошли разведать обстановку». Селянь как раз вежливо пытался от них отговориться, когда Хуачен подошел с бамбуковой флягой в руке и сказал: «Я женился. Дома уже есть жена». Крестьяне, услышав, ужасно расстроились, но все же не потеряли надежды. «Что за девушка, из какой семьи, парнишка, расскажешь нам, а не обманываешь ли, наверняка красавица и умница?» Хуачен приподнял бровь: ну еще бы. Прекрасная, мудрая и добродетельная. Благородная золотая ветвь с яшмовыми листьями. Я полюбил ее с малых лет, многие годы мои чувства к ней не угасают, добиться ее мне стоило неимоверных усилий. Он говорил с таким серьезным видом, совсем не похоже на притворство, что все решили, здесь ловить нечего, и с глубочайшим сожалением разошлись. Селянь даже немного заслушался его словами, придя в себя, лишь когда Хуачен поднес ему тряпицу и флягу с водой. В водичке селянь взял тряпицу, вытер грязь с рук, затем принял флягу и, сделав пару глотков, отдал обратно. Он бессознательно комкал в руках ткань, все перетирая между пальцами, и довольно долго держался, пока, наконец, у него не вырвалось: «Это правда, Хуачен». Взяв из его рук флягу, сам отпил глоток, при этом его кадык отчетливо перекатился вверх-вниз, затем опустил голову и переспросил: «Что именно?» Селянь закатал рукава и вытер капли пота со лба. Ему все время казалось, что солнце сегодня слишком уж палящее, а от его лучей у принца горели щеки и лоб. Изо всех сил стараясь выглядеть безразлично, Селянь с улыбкой спросил, что дома есть жена, прекрасная, мудрая и добродетельная. Благородная золотая ветвь с яшмовыми листьями, которую полюбил с малых лет, а добиться ее стоило неимоверных усилий. Хуачен ответил:
Ох, это неправда. Селянь сам за собой не заметил, с каким облегчением вздохнул. На этот раз он улыбнулся искренне и произнес, копируя тон Хуачена в прошлый раз, лгунишка. Хуачен же расплылся в улыбке и добавил, на самом деле не все в моих словах, ложь. Я просто еще не добился. Селянь тут же застыл, а Хуачен развернулся и отправился прочь, продолжив трудиться на поле. Селянь немного постоял на месте, затем все-таки склонился и тоже неторопливо приступил к делу. Неизвестно почему он вдруг почувствовал себя немного опечаленным, даже в какой-то момент заметил, что по неосторожности высадил ряд ростков криво и поспешил вновь собраться с мыслями и сосредоточиться на труде. Сажая рис, принц попытался незаметно связаться с повелителем ветров. И хотя Хуачен просил его больше не приближаться ни к повелителю ветров, ни ко всем остальным, Селянь не мог выполнить его просьбу. Он уже несколько дней пробовал дозваться Ши Цинцюаня, но ни одна попытка не увенчалась успехом. Как и теперь, принц несколько раз мысленно повторил пароль, но в ответ не получил ничего, кроме мертвой тишины. Поэтому он решил сменить подход и обратиться к Линвэнь. «Линвэнь, как себя сейчас чувствует его превосходительство, повелитель ветров?» Линвэнь ответила очень быстро, ее голос прозвучал возле уха Селяня. «Его превосходительство, повелитель ветров. Должно быть, ему уже лучше». Интуиция подсказала Селяню, что Линвэнь не поведала ему правду, но принц все же не стал продолжать расспросы, лишь принял решение немного погодя отправиться самому навестить Ши Цинцюаня. Внезапно Линвэнь вновь заговорила. «Кстати, его превосходительство, повелитель Вод, отправил вам подарок, его уже доставили. Ваше высочество, не забудьте взглянуть». Селянь удивился. «Подарок? Думаю, это лишнее. Негоже получать награду, ничем ее не заслужив». Линвэнь ответила, «Не нужно скромничать и церемониться. Повелитель ветров, поддаваясь порыву, часто без разбору ищет того, кто составит ему компанию. Вы так долго с ним промучились, что, несомненно, заслужили награду. Повелитель Вод сказал, что это лишь крохотная благодарность, прошу вас принять ее». Селянь все же решил, что жест не слишком подходящий, и потому следует поостеречься его принимать. Закончив с работой на поле, Хуачен пошел домой к старости деревни, чтобы помочь починить плуг, а Селянь решил пока вернуться в монастырь. Отправив, как выразился Хуачен, 3 дармоедов на речку за монастырем, принц поискал в комнате и подумал, а подарок? Где же он? Подумав, не забросили ли его в щель ящика для сбора добродетелей, принц закатал рукава и приготовился отодвинуть ящик, но кто же знал, что Селянь не сможет сдвинуть его и на волос? Ящик оказался тяжеленным, будто бы пустил корни в пол. Принцу это показалось странным, тогда он достал ключ и открыл замок, а сняв крышку, едва не ослеп от сверкающего золотого блеска. Ящик сверху донизу заполнили золотые слитки, и даже на первый взгляд казалось, что все это золото стоит как минимум 10 миллионов добродетелей. Селянь мгновенно захлопнул крышку и крепко придавил сверху обеими руками. Крохотная благодарность. Ни с того ни с сего одарить кого-то такими сокровищами, да ведь это же выглядит как плата за молчание. Раньше принца одолевали сомнения, если подарок правда окажется какой-нибудь мелочью, к примеру, волшебным украшением, содержащим запас магических сил, или чем-то подобным, наверное, лучше будет его принять. Все-таки отправка такой мелочи обратно может задеть достоинство Шиуду, а он весьма честолюбив, ситуация вышла бы некрасивой. Но теперь... Что ж, божество богатства оправдало свою славу. Однако целый ящик золотых слитков в любом случае придется вернуть. Принц как раз собирался вскоре наведаться в чертоги верхних небес, навестить повелителя ветров. Решив, что Хуачен вернется еще не скоро, Селянь оставил ему записку, с трудом взгромождил ящик для пожертвований на спину и, едва не падая под тяжестью, отправился наверх. Однако, к удивлению принца, столица бессмертных встретила его переполохом и полной неразберихой, отчего Селянь невольно вытаращил глаза. Прежде ровная улица Шинью теперь зияла многочисленными ямами и ухабами. Младшие небожители группами сновали по ней,
А Лин Вэнь как раз стояла возле особенно глубокой ямы и потирала висок с таким видом, будто у нее раскалывается голова. Селянь сразу подошел к ней. «Совершенный владыка, что здесь произошло?» Лин Вэнь, подняв взгляд, едва не подпрыгнула, испуганная видом огромного ящика для добродетелей за спиной принца. «Ваше высочество, зачем вы принесли сюда такой огромный ящик для подношений? Вы спрашиваете, что произошло? Ох, не напоминайте». Генералы Наньян и Сюаньчжэнь подрались, разгромили резиденции друг друга до основания. Фэн Синь и Му Цин. Селяню стало любопытно, почему эти двое опять подрались. Лин Вэнь ответила, из-за чего же еще, как не из-за того инцидента с духом нерожденного. Несколько богов войны собрались, чтобы обсудить, что делать с демоницей и ее ребенком. Генерал Наньян предложил подвергнуть дух нерожденного очищению, все-таки тварь убила и навредила множеству людей. Но Сюаньчжэнь не согласился, да таким тоном, что Наньян сразу вышел из себя и заявил, что-то раньше я не видел от тебя подобного стремления к милосердию, а может, у тебя самого совесть нечиста и тому подобное. Вашему высочеству прекрасно известно, что с ними всегда так. Слово за слово, и вот они уже снаружи, избивают друг друга. Вы поглядите, поглядите, что они натворили. Я всегда говорила, что такое поведение богов войны никуда не годится. В этом году расходы на ремонт столицы бессмертных кого угодно напугают. Я только обсчитала половину, и уже опять все позабыла. Вот ведь Селянь понял, что у нее действительно раскалывается голова, и произнес: «Ну, тогда считайте, не торопясь. А я пока пойду навестить его превосходительство, повелителя ветров». Лин Вэнь снова подняла взгляд. «Навестить его превосходительство? Лучше не надо, ваше высочество, сейчас повелитель ветров не принимает гостей». «Вы разве не сказали, что ему стало лучше?» — так сказал повелитель вод. Но также он объявил, что повелитель ветров не принимает гостей. Я сама пока что не отправлялась навестить его, думается, ему нужно некоторое время передохнуть и подлечиться, так что, ваше высочество, не ходите. Кстати, вам не кажется, этот ящик для пожертвований слишком? С громким звоном Селянь опустил ящик на землю и произнес: «В таком случае, прошу вас взять на себя труд передать это его превосходительству повелителю вод. Негоже получать награду, ничем ее не заслужив». Даже если бы он ничего не прислал мне, Селянь не стал бы болтать о том, о чем не следует. Избавившись от ящика, принц почувствовал необычайную легкость и тут же удалился. Лин Вэнь попыталась позвать его вслед, но Селянь не откликнулся, и она махнула рукой, вновь опустив разболевшуюся голову к глубокой яме. Однако, пускай Селянь ушел, он, конечно же, и не собирался тотчас спускаться в мир смертных. Вместо этого принц незаметно направился к божественной резиденции повелителей ветров, и вот. Разумеется, резиденцию стерегла многочисленная стража в 3 ряда внутри и снаружи, но преодолеть подобный заслон для Селяня не представляло никакой трудности. В прошлый раз Ши Цинсюань приводил его сюда, и принц примерно запомнил, где располагаются покои повелителя ветров. Перемахнув через стену, принц шел то открыто, то крадучись, и вскоре достиг места, которое искал. Единственное, о чем волновался Селянь, что старший брат переселит повелителя ветров в другой дворец, и тот сейчас окажется не у себя. К счастью, его опасения не сбылись. Принц забрался на крышу здания, нашел уголок, который никому со стороны не виден, зацепился ногами за карниз и повис вниз головой, заглядывая в покой. Однако один взгляд, и Селянь застыл, как громом пораженный. Ши Цинсюань оказался скован по рукам и ногам, привязан веревкой к собственной кровати, но при этом до сих пор пытался высвободиться, отчаянно вырываясь. А возле кровати беспокойно сновал Шиуду, держа в руках чашку с каким-то черным питьем. Замерев на мгновение у изголовья, он внезапно склонился и насильно влил содержимое чашки в рот Ши Цинсюаню.